Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня специальный выпуск для жителей США, Канады, Израиля и других стран, где невозможно приобрести ржаной ферментированный солод. В этой передаче я покажу, как отферментировать солод ржаной самостоятельно. Ну а сначала давайте посмотрим, что предлагают иностранные предприимчивые коллеги нашим хлебопекам вместо ржаного ферментированного солода. Это пивоваренный солод Crystal Rye Malt, который активно рекламируется как замена ржаному ферментированному солоду. Вот так вот выглядят эти зернышки. И давайте посмотрим, действительно ли это является реальной заменой ржаному ферментированному солоду. Для начала я эти зернышки пропущу через кофемолку, чтобы получить из них солодовую муку. И посмотрим, на что она похожа. Ну вот таким образом выглядит смолотый Crystal Rye. Это эдакий рыжеватый светлый порошок. И сейчас для сравнения в соседнюю миску я насыплю немецкий ржаной ферментированный солод очень высокого качества. Ну вот, обратите внимание, я думаю, что вы не страдаете дальтонизмом, и налицо очевидное различие. К сожалению, аромат еще не научились передавать через интернет, но поверьте мне, что с ароматом дела обстоят еще хуже. Аромат у Crystal Rye Malt составляет примерно 10% от аромата ржаного ферментированного солода. Сейчас я оба этих солода заварю кипятком на 30 грамм солода, 150 мл кипятка и дам им настояться 1 час, чтобы мы увидели, как выглядит заварка в сравнении. Ну что ж, дорогие коллеги, я думаю, что тут любые комментарии излишние. Оставим пивоваренный солод для пива. К хлебопроизводству он не имеет никакого отношения. Ароматом ржаного ферментированного солода он совершенно не обладает. И цветность у него недостаточная для производства бородинского хлеба. Поэтому я предлагаю о нем забыть и посмотреть на возможности ферментации ржаного солода самостоятельно. Итак, что такое ржаной ферментированный солод, необходимый для производства заварных сортов хлеба, и как его получают? Сначала замачивается зерно в течение 2 дней, потом оно проращивается 5-8 дней, ферментируется 3-5 дней и в конце сушится около 2 дней. Итого вся процедура занимает 12-14 дней. При этом при производстве пивоваренного солода фаза ферментации не используется, поэтому пивоваренный солод готовится гораздо проще. Ну а в домашних условиях, дорогие коллеги, я предлагаю пойти очень простым путем, а именно отферментировать белый ржаной неферментированный солод самостоятельно и таким образом исключить в домашних условиях фазу проращивания зерна. Белый ржаной неферментированный солод вы сможете приобрести в любых магазинах для пивоварения или самогоноварения. Итак, нам потребуется 1 килограмм ржаного белого неферментированного солода, по-английски он называется Rye Malt, и BC-цветность должна быть от 4 до 10, если будете покупать его в онлайн-магазинах. Также нам потребуется 1 литр воды температурой 40-45 градусов Цельсия, то есть на килограмм неферментированного солода литр воды. И в этот литр воды мы добавим сейчас 50 грамм концентрированной молочно-кислой закваски. Она нам потребуется для незначительного подкисления солода, для того, чтобы впоследствии он у нас окрасился и приобрел необходимый аромат. Я не хочу никого сейчас пугать, но ферментирование солода в домашних условиях займет около 5 дней. С другой стороны, 1 килограмма ферментированного солода вам хватит, чтобы испечь 20 буханок бородинского хлеба весом по 1,5 килограмма.
И это будет по-любому быстрее, чем полный цикл, включающий проращивание, который составляет, напомню, от 12 до 14 дней. Заливаем солод водой и КМКЗ и хорошо перемешиваем. Фаза окисления солода, которая у нас сейчас начнется, будет длиться 10 часов, и температура окисления составляет 40 градусов Цельсия. Можно ли использовать вместо КМКЗ традиционную закваску? Думаю, что можно, хотя сам не пробовал. Но температуру брожения, думаю, стоит понизить до 35 градусов Цельсия, поскольку традиционная закваска при 40 градусах явно не выживет. У меня весь процесс будет происходить от начала до конца в мини-печи, которая умеет держать температуру от 40 до 180 градусов Цельсия. А где будете делать это вы, проявите смекалку. Духовка, мультиварка, но помните о том, что она будет занята на 5 дней. Через 4 часа нужно солод перемешать для того, чтобы влага распределялась равномерно по солоду, и чтобы верхние слои не сохли, и чтобы солод равномерно увлажнялся и равномерно окислялся. При производстве ферментированного солода традиционным способом пророщенное зерно собирается в кучи, где равномерно и постепенно подогревается сначала до температуры 40 градусов Цельсия, а затем до температуры 50 и температуры 65 градусов Цельсия. На все это уходит несколько дней. За это время происходит гидролиз белков, и под воздействием гидролиза белки превращаются в аминокислоты. У нас же ускоренный способ, и вместо аминокислот будут работать молочные кислоты из закваски. Еще через 4 часа, чуть позже, не забудьте перемешать еще один раз. Через 10 часов солод приобрел кисловатый вкус. Я не могу сказать, что по вкусу он такой же кислый, как КМКЗ. Еще нет. Но уже появились молочно-кислые ноты, молочно-кислый аромат. Хорошо перемешиваем. И сейчас мы приступим к фазе ферментации или фазе осахаривания солода. Длиться она будет 1,5 дня примерно при температуре 65 градусов Цельсия под крышкой. Периодически нужно солод доставать, крышку открывать и хорошо его перемешивать. К концу дня первого солод полностью впитает в себя всю воду, набухнет, аромат у него молочно-кислый, на вкус он слегка кисловатый. В процессе ферментации или осахаривания под воздействием ферментов солод осахаривается и производится мальтоза. Помешивать нужно где-то с периодичностью, я бы сказал, раз в 8 часов. Вот это последнее действие на первый день. Отправляем обратно все в печь, закрываем и идем спать. Середина второго дня, продолжаем помешивание. К этому моменту солод приобретает аромат, я бы сказал, такого теплого ржаного мякиша, если разрезать ржаной хлеб сразу после выпечки. То есть он пахнет влажным, ржаным, кислым хлебным мякишем. Солод нужно периодически увлажнять, если вы видите, что влага теряется. Влажность его поддерживать надо на уровне 100%. Естественно, в домашних условиях это невозможно отследить. Просто иногда прыскаем горячей водой сверху. Ничего страшного, если нальете воды чуть больше, не произойдет.
Где-то через 40 часов фаза ферментации или осахаривания заканчивается. Увлажняем солод еще раз, хорошо его перемешиваем. Пахнет он очень интенсивно, свежеиспеченным, теплым, ржаным хлебным мякишем. Вкус у солода на данный момент кисловато-сладковатый. И сейчас мы перейдем к окончательному этапу, который называется сушка. Сушка происходит при постепенном подъеме температуры от 80 градусов Цельсия до 90. Солод надо еще раз увлажнить. И для начала сушим при 80 градусах Цельсия, закрыв крышкой. Не забываем периодически солод перемешивать. Под воздействием накопленных кислот, образовавшийся в солоде сахар, вступает в реакцию Майера с кислотами с образованием огромного количества красящих и ароматических веществ. Реакция Майера протекает при температуре ниже 100 градусов Цельсия и этим отличается от карамелизации. Ну что же, вечер третьего дня, солод уже прилично так окрасился, но он еще не сухой, он все еще влажный. Он начинает уже ощутимо попахивать хлебными корочками, а именно такой запах и будет у ферментированного солода. На этот раз открываем крышку чуть-чуть, чтобы влага могла испаряться, убираем все опять в печку и идем спать. Утро четвертого дня, солод уже прилично так пахнет концентрированными хлебными корочками. Перемешиваем и продолжаем перемешивать в течение дня каждые 4-5 часов примерно солод. Температуру пока все так и держим на уровне 80 градусов Цельсия. Крышка слегка приоткрыта для того, чтобы сушка происходила постепенно. Перемешиваем опять и поднимаем температуру до 90 градусов Цельсия. Солод уже начинает сохнуть, но по консистенции попадаются еще такие куски, очень похожие на смолу. И даже задумываться начинаешь, что он, наверное, никогда не высохнет. Но это не так. Он высохнет 90 градусов Цельсия и продолжаем сушку. Запах хлебных корочек концентрированных, а вернее меланоидинов, именно они так пахнут, уже напрочь въелся в мозг, и такое ощущение, что он оттуда никогда не выйдет. Постепенно начинаешь эти хлебные корочки ненавидеть, но солод уже практически готов, он уже практически высох. Еще чуть-чуть, еще немного, и это мучение будет закончено. Продолжаем сушить, пока солод окончательно не высохнет. Ну что же, вот и все. Кому этот процесс показался слишком длительным, можете пожарить солод на сковородке, как вас научат в интернете. Это будет, наверное, самый быстрый способ получить горький, неприятный вкус в заварном хлебе. После окончания ферментации нужно выбрать мусор из солода. Его будет хорошо видно. Это эдакие белые, непонятные зерна, которые явно солодом не являются. Они отличаются по цвету, и их надо удалить. Приступаем к взвешиванию. Из килограмма ржаного неферментированного солода с учетом добавления КМКЗ на выходе у меня получилось 996 грамм ферментированного солода. Ну а теперь давайте его помолим, хотя по технике правильной солоду надо дать отлежаться еще 3 недели.
Но кто тут после таких мучений 3 недели устоит, я вот не смог. Правильный ферментированный солод по цвету должен получиться как молотый кофе. Естественно, кофе бывает разных оттенков, но это первое, что приходит в голову при сравнении цветности. Итак, вот здесь вот я отсыплю кучку своего ферментированного солода, а с другой стороны я отсыплю кучку немецкого индустриального солода для сравнения. Ну, вот как мы видим, что меня, естественно, очень порадовало, по цвету никаких отличий не наблюдается. По аромату небольшие отличия есть, и они составляют где-то 15%, я бы сказал. В моем солоде получилось больше аромата хлебных корочек. Теперь я оба солода заварю. 30 грамм солода, 150 миллилитров кипятка, 1 час они отстоятся, и вот можно сравнить цвет заварки. Слева мой солод и справа немецкий индустриальный ферментированный солод, который, кстати, очень хорошего качества, по моей оценке. Я пробовал солод в Москве, и немецкий оказался лучше. Итак, слева мой, справа немецкий. Ну а теперь давайте еще раз для сравнения достанем Crystal Rye Malt. И вот, как мы видим, естественно, никакой критики он в цветности не выдерживает. Аромат заварок тоже отличается немного, в пределах 15%. Это не значит, что у меня лучше или хуже, просто немножко другой, но примерно 15% разницы. Давайте замеряем кислотность. pH немецкого солода 4,1. И померяем теперь pH солода, который получился у меня. Ну вот надо для этого сначала отмыть прибор в дистиллированной воде. Ну, забегая вперед, скажу, что у меня получилось 3,7, что ниже, чем у контрольного образца. Но в любом случае это лишь маленький недостаток. А в описании к видео вы найдете ссылку на мою статью в блоге о всем этом процессе еще раз. Желаю всем удачной ферментации и до следующего раза.